Всем привет, с вами Лехич, и сегодня приготовлю сливочный суп с фрикадельками. Но для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как фарш, картошка, чесночок, плавленый сыр, одно яйцо, морковка, лук и немножко зелени. Ну а первым делом, что нам нужно сделать, это сами фрикадельки. Ну а делать фарш для фрикаделек мы будем в этой миске. Для этого отправляем сюда сначала наш фарш. У нас примерно тут грамм 300-400 свиной фарш. Также разбиваем сюда одно яичко. Убираем пока что в сторону. Ну а теперь сюда нам нужно нарезать очень-очень мелко лук. Разрезаем луковицу напополам. Сначала на мелкие полоски. Такие прям. И очень-очень мелко режем. Нам нужно, считайте, как лук-пюре прям. Лук нарезали, отправляем его в нашу тарелку, где находится фарш. Ну и также нам нужно сюда отправить 2-3 зубчика чеснока. У меня чесночок молодой, очень маленький, так что я добавлю 3 штучки. Чистится он также не очень хорошо. Чесночок почищен, но выдавим его через пресс в наш фарш. Ну что, яйцо, лук, чесночок и фарш в нашей миске. Ну а теперь все это тщательно перемешаем. Так, фарш я помешал. Теперь добавлю сюда немножко соли. И немножко молотого черного перца. Ну еще раз немножко перемешаю и буду формировать наши фрикадельки. Начнем формировать фрикадельки. Но для того, чтобы лучше их формировать, я вот поставил себе водичку. Перед каждым фрикаделькой нужно будет руки обязательно смачивать в воде. Ну что, начнем. Вот наши фрикадельки готовы. Ну а теперь сразу я потру морковку и нарежу лук для нашего супа. Ну что ж, для начала для нашего супа нам нужно с вами почистить картошку и нарезать ее кубиком. Начнем, конечно же, с чистки. Картофель обязательно помойте. Я перед тем, как начать чистить, его помыл. Картошку почистил. Сейчас я сполосну и буду нарезать кубиком. Картошку обмыл. Ну и начнем резать. Примерно вот такие кубики. Картошка нарезана. Ну а теперь нарежем лучок. Лучок тоже нарезаем кубиком. Лучок нарезал. Ну а теперь натру морковку. Натирать буду на крупной терке. Морковочка натерта. Ну и теперь можно начать готовить. Ну что ж, первым делом для нашего супа обжарим немножко лучок и морковку. Включаем плиту на максимальный огонь. Выливаем сюда подсолнечного немножко масла. Ждем, пока немножко масла накалится, и будем отправлять лучок. Масло немножко накалилось, отправляем сюда наш лук. и обжариваем его до мягкого состояния.
Так, лучок у нас слегка обжарился, но теперь отправляемся в нашу морковку. Давайте добавим немножко перчика. Так, лучок с морковкой наш обжарился. Отправляем его в кастрюлю, в которой будет вариться сам суп. Теперь на сковородку добавляем еще немножко маслица и будем обжаривать фрикадельки. Обжариваем примерно с каждой стороны по 2 минутки. Ну что ж, вот наши фрикадельки и обжарились. Убираем их пока что в сторону. В нашу кастрюльку, где уже лежит обжаренная морковка и лучок, наливаем водичку. Включаем воду. Сразу же отправляем сюда наш картофанчик. И ждем, пока наша водичка закипит. Ну что ж, вот наш супчик и закипел. Теперь отправим сюда наши фрикадельки. Вот все фрикадельки отправлены в наш суп. Варим примерно так минут 5-10. Ждем, пока фрикадельки немножко всплывут. Ну что ж, пока наш супчик варится, давайте нарежем сразу нашу зеленушку. Ну что, пришло время добавить наш плавленый сыр. Сыр я использую Дружба. Нам нужно 200 грамм. В упаковке 400, значит берем следовательно половину. И очень-очень хорошо размешиваем. Сыр размешали, ну и еще пусть кипит он минут 5-10. Ну что ж, вот наш супчик и готов. Выключаем плиту. Отправляем сюда нашу зелень и даем настояться ему минут 5-10. Ну что ж, давайте нальем. Что ж, давайте попробуем наш суп. Ну что ж, суп получился очень-очень вкусный, сливочный, картошка просто тает во рту, фрикадельки хорошо, что я сначала обжарил, баланс специй соблюден идеально. Кому понравился рецепт, все ингредиенты будут в описании. С вами был Лёхич, до новых встреч!